Всем привет! Я еду из Хитроу куда-то в центр Лондона, чтобы оттуда отправиться в Дартфорд. Именно в Дартфорде мы сегодня будем снимать очередной выпуск нон-блога. То есть как мы. На самом деле снимать я буду одна, потому что Настя загадочным образом исчезла из Лондона. Я понятия не имею, где она, но надеюсь, что через интернет же всемогущий, Настя же не на Луне, я думаю, нам удастся связаться, чтобы поспорить на тему того, кто сегодня выиграет. Дартфорд или Далвич Хамлет. Кстати, сейчас на границе была довольно смешная история. Дело в том, что я приезжала сюда неделю назад, чтобы снять для вас сразу 2 выпуска нон-блога, но я-то прилетела, потому что рейс не отменили из-за урагана Брэндон, а вот матчи, как выяснилось, отменили. Все залило водой, поля превратились в говно, и, соответственно, матчи не состоялись, и я ничего не сняла. И вот представьте себе мой шок, когда я сейчас разговариваю с чуваком на паспортном контроле. Он проверяет мой паспорт, спрашивает, зачем я прилетела. Я говорю, ну вот там поснимать футбол. Показываю ему свою аккредитацию, он мне говорит, а вы разве не знали, что все матчи отменили? Я говорю, почему? Он такой, из-за снега. Какого снега? Плюс 6. В общем, выяснилось, что он пошутил. Не очень я люблю такие шутки. В Дартфорд можно уехать с нескольких разных вокзалов в центре Лондона. Попытаюсь это сделать с Викторией. И вот я в поезде на Дартфорд. Честно говоря, едва не опоздала, ну классика. Мне выдали кучу билетов. Тоже классика. Кстати, помните ли вы, чем примечательный город Дартфорд? Это родина Rolling Stones. Кит Ричардс очень хорошо написал про Дартфорд в своей автобиографии, то есть он так двойственно описал город. С одной стороны, он написал, что это город воров и насилия, а с другой стороны, своеобразная дартфордская гордость у него тоже присутствует. Где-то здесь на станции должна быть табличка, которая отмечает место встречи Мика Джаггера и Кита Ричардса. Вот здесь, на второй платформе, 17 октября 1961 года встретились Мик Джаггер и Кит Ричардс, и все завертелось. В 1962 году Кит Ричардс отправил письмо своей тетушке Пэт, и вот что он ей написал. «О, моя дорогая тетушка, я был так занят после Рождества, и это кроме школы. Ты знаешь, что я поклонник Чака Берри, и я думал, что я единственный фанат на много миль вокруг. Но однажды утром на Дартфордском вокзале я стояла и держала в руках одну пластинку Чака. Если бы здесь была Настя, мы могли бы это даже разыграть. Когда один парень, которого я знал в начальной школе, 7-11 лет, ты знаешь, подошел ко мне. У него есть вообще все записанное Чаком Берри. И у всех его приятелей тоже. В общем, это был Мик Джаггер. Как сказал Кит Ричардс, невозможно было просто взять и не сойтись с человеком, который слушает Чака Берри. Тогда как остальные слушали всякий мусор. На самом деле, вот эта табличка, которая находится здесь на платформе номер 2, очень разозлила Билла Уаймана, басиста Rolling Stones. Он сказал, что это полное говно, и вообще зачем повесили, и все в таком духе. Интересно, что Кит Ричардс, когда об этом узнал, во-первых, очень удивился, что здесь всего лишь табличка. Говорит, я-то думал, памятник поставили. А во-вторых, говорит, а Билли-то что злится? Его тогда вообще в группе не было. Действительно непонятно, что злится Билли, но власти Дартфорда так поднапряглись, хотели даже поменять табличку, как видите, ничего не поменяли. Я тут периодически буду зачитывать вам отрывки из биографии Кита Ричардса, даже если вам вообще не интересен Rolling Stones. Биография офигенная. Прикольно, что тут есть свой Wi-Fi. Ой, даже вроде как подключается. Вот это, я понимаю, дружеский город. Для начала я хотела бы пройти до Спильман-Роуд, где жил, собственно, Кит Ричардс. До футбола еще довольно прилично. Надеюсь, мы все успеем. Знаете, что забавно? Что когда я была там, на центр указатель был в ту сторону, а сейчас уже в другую. Первая развилка, интернет отключился. Но, по-моему, надо идти прямо. Так, а где тут переходы? Вон переходы. Вообще очень тихий город. Но очевидно, что тут было много
бомбежек во время Второй мировой, потому что все здания небольшие и, очевидно, не старые. Но об этом, собственно, Кит Ричардс тоже писал. Он писал, что мама говорила ему, что он родился во время авианалета. Как говорит Кит Ричардс, подтвердить это не могу, опровергнуть не могу. Не помню. Примерно так себе все это и представляла, честно говоря, в Дартфорде. Ну, весьма уныло. Напрягает, что я вообще не вижу людей. Вот машины ездят, а людей... С другой стороны, может, оно и к лучшему. Вот вам цитата из Кита Ричардса. «Если из Дартфорда, значит вор». Это у нас в крови. Незыблемая репутация этого места увековечена в одном старом стишке. Саттон за баранов, Керкби за коров, Сдут-Дарн за пряники, Дартфорд за воров. Но вот, кстати, вот что интересно. Вот дом 4, вот это, дом 4, а это дом 8. Кит Ричардс жил в доме номер 6. И вообще я вызываю подозрение, правда, непонятно у кого, потому что никого нет. Если бы кто-то был, я бы хоть спросила. Хоть в дом стучи, спрашивай, здесь жил Кит Ричардс? Думаю, что меня пошлют отсюда нахрен. Вот эта красная дверь. Вот здесь, говорят, жил Кит Ричардс. Нашли. Пришлось все-таки спросить у местных жителей. Ну, а теперь с чистым сердцем можно идти на футбол. Я уже опаздываю. Ну, не центр там. Уж никак. На этой стороне железной дороги на самом деле тоже есть дом, где жил Кит Ричардс. Но мы туда, наверное, уже не пойдем. Потому что после матча будет уже поздно, и надо будет возвращаться в Лондон. А до матча у меня уже нет времени. Впереди идут болельщики, значит, все правильно. Очень просторно здесь. Эта сторона мне определенно нравится больше. Не знаю, что это значит. В принципе, наверное, этот шарф Дартфорда мог достаться бы мне бесплатно, если бы я его тут сняла. Но это неправильно. Мало ли, почему его тут повесили. Поэтому пойду покупать. Идти надо вот туда. Очень много болельщиков Далвич Хамлет. Про Далвич Хамлет я обязательно сниму и обязательно с Настей. Вот эта деревянная штука меня просто напрягает. Деревянная? Серьезно? Окей. Я увидела там страшную табличку Cash Only. Но, к счастью, у меня есть 20 фунтов. А вот с клубным магазином будем разбираться. One adult, please. 14, please. Программки. Там продаются программки. Так. Боже, тут все такое огромное. Пойдем смотреть. Это у нас Away Supporters. А мы пойдем к нашим. My friend who I was at school with, his dad brought me to the game, 1974. That was the year Dartford got to the FA Trophy final against Morecambe. 1974? Yeah. Long time ago. It's a long time ago. Many changes, many ups and downs. We opened in 2006, this stadium here, so it's fairly new because we lost our stadium many years ago, our old stadium at Watling Street, due to finance, etc. The club went into administration, etc. But for many years we were trying to get our own identity back and our own stadium. We ground shared with many other different clubs. The council built this new stadium which opened in 2006. We're 14 years here, a £7 million stadium. As you can see, it's a wonderful facility, state-of-the-art stadium. It's got many plaudits. Wayne Hemingway even commented on his three favourite stadiums in the country was Wembley Stadium, Arsenal and Dartford. So we've got a green roof, we've got lots of renewable energy. We've got the reservoir at the back, which the grey water from here is recycled, etc. So lots of good stuff about the club. Все солидно, карточки принимают. Есть самые разные футболки,
Самые разные кубки. Сейчас узнаем, есть ли значки. И я купила значок. Сейчас напишу Насте. Так. В общем, Настя ставит на Дартфорд, а я ставлю на ничью. Соответственно, если выигрывает Далвич, значок Дартфорда отправляется вам. Дартфорд в белом, если что. Очень много молодых болельщиков у Дартфорда. I've been supporting 11 years. 11 years. But why you start to support Dартфорд? My grandson was a mascot, and from then on, I started coming football. Long time. What do you think about current team? Oh, I love it here. Love it. The atmosphere is so good here. Вот один номер. Why you call captain of Dulwich Hamlet Bunker? Why captain? I don't know, I think it's just something that he done, because he done a very dirty tackle. And he should have been sent off for it. that time. Пока значок уплывает к Насте. Но, честно говоря, не могу не симпатизировать Дартфорду. 0447, so £265, 00447. Вообще, сейчас они пойдут на ту сторону. Понимаете, я тоже надо идти. It's my first time here in Dartford. Okay. Yeah, I had a walk around town. Yeah. Actually, Rolling Stones places. So, My mother, she was went to school with Mick Jagger. She's 1 day older. wow. Mate, you alright? Yeah, I see you ages. About a year, isn't it? Something like that. 1 minute. I'll be back in 1 minute. Окей. Я таскаю флаг для болельщиков Дартфорда. Горжусь собой. Where is the clubhouse here? That's the bar over there. And what about players? Are they talking to fans or not? Or they are separate from fans? No, no. The players got plenty of time for the supporters. They talk to, like my boy, he knows them inside out. You know, they all know him, and it's great. It's a very close knit club. I film the goals from behind the goal as well, and they go. The club use them on the highlights. Yeah. And they go on my YouTube channel as well. We had some troubles back in a few years ago when the club, we nearly lost the club due to items beyond our control, shall we say. We nearly lost the club, and the club had to build back up from the bottom. And it was, if it wasn't for supporters, we wouldn't have had the club, because the supporters saved the club. Oh wow. You have stairs everywhere. That's my other flag there. Oh. Kill you here. Stand rubbing it. Я чувствую себя сейчас очень особенной. Эй!
It's Darren, yeah? Darren. Is it Darren? Darren McCoy. Darren. Darren McCoy. Right. Darren, hurry up. Вообще похож на Мика Джаггера. Who is it? That was when it was built. That was the first ever goal scorer for Dartford, going back in like 18, whenever it was. So it's always, when it was built, it was obviously come then. So yeah. I don't think it's anyone in particular. I just think it's just they just put it there for some reason. But either way, we won, so I'm happy. Yeah. 1-0! 1-0! Осталось 3 минуты. Но, как известно, 3 минуты это еще целая жизнь. Сейчас могла бы быть ничья, в общем-то. Come on, Dart! Come on, Dart! Come on, Dart! You enjoy the game? Dodgy. Second half was dodgy. I don't like it. A bit artful, but got the win. It's the main thing. Unfortunately, you win. Come on! Ну что, Настя, где бы ты ни была, ты выиграла значок. Дартфорд молодец, фанаты отличные. Сейчас буду опять помогать снимать флаг. Is it yours? This one's mine, yeah. I just don't play it most of the time. Nice job. I didn't even play it. It was my mate, so. He played better than the team, actually. 12th man, that's the main thing. Right. Kev, you alright, yeah? It's like all town centres at the moment, which is suffering, but we have some great history here. Mick Jagger was born in Dartford. We have Richard Trevervick, who was the fourth founder of the steam locomotion engine. Okay, and we had a famous judo Olympic gold medalist, Kate Hoey. She was from Dartford. So we have some good things come out of Dartford, as well as Dartford Football Club. Who's the main rivals for Dartford? Well, there's always the local rivals. We have Welling up the road. We have Gravesend, which Ebbsfleet Town, Maidstone are always an old adversary. Dover. There's lots of Kent League rivals, which you always enjoy playing against, and it's always best to get one over on them. Трофей. Ну, вообще вот это вот трофеи, которые вручаются игрокам года. То есть это не выигранные трофеи, а которые вручаются. Неплохие. В общем, краткий итог. Поздравляю Настю с выигранным значком. Могла бы, конечно, я отыграться на последних минутах, но нет. Счет становится 0-2. Я просто позорно играю для родоначальника нонблога. Други мои, а вот и ночной Дартфорд. Ну, то есть не ночной, на самом деле сейчас только 6 часов вечера, но... Не очень туристическое место, конечно, если вы не фанат Rolling Stones, сделать здесь нечего. Но, как говорится, во всех
странных местах есть свое очарование. Есть оно и здесь.